Йова, чуваки! Распаковка на канале. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. И к нам приехала моя мама. А это значит, впереди вас ждет еще больше интересных роликов об Аргентине. Ну а в этой серии мы распакуем вот эти вот чемоданы, поговорим о минусе жизни в Аргентине, ну и покажем, что же нам привезли из России. Приятного просмотра! Забирай своего внука. Спасибо. До свидания. Как доехали? What the fuck is this? Мам, что молчишь? На испанском разговаривать не умею. Буду молчать. Я ж приехала в такую страну. Почему нет аргентинского телевидения? Приехала все-таки с России, с города Калининграда, вятская женщина. Давайте аргентинское телевидение. En el aeropuerto El Dorado, la fuerza pública incautó 6.7 kilogramos de oro, avaluados en más de 2.000 millones de pesos. Con información de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea. Мам, мы так устали сидеть с твоим внуком, ну сколько можно? Меня долго ждать. Чего ты так долго ехала? Сельма, кто приехал? Сельма очень любит мою маму, она вообще любит всех людей, да и собак, но очень любит конкретно мою маму, потому что она с ней жила целый год, то есть это для нее еще один такой хозяин. И мы Сельму приобрели в Америке, в Техасе, и вернулись с ней в Россию, в Калининград сначала, потом я ушел в армию, а Кристина уехала в Санкт-Петербург. Там Кристина устроилась на работу, ну и ей надо было там очно доучиваться в университете. Собака пока жила с моей мамой. И моя мама вообще не собачница, она боится собак. Первые дни даже пришлось Сельму отдать в отель, потому что маме было довольно тяжело с ней жить. Но потом они сдружились, и, собственно, поэтому теперь Сельма спит с нами на кровати. А еще я 2 недели ревела, когда ее в Питер увезли. Просто рыдала горькими слезами. И мечтаю, пойдя на пенсию, завести себе такую же собаку. Я как представила, что мы живем там, а Аргентина вот так. И я вот такое расстояние большое перелетела. Если смотреть по карте, это вообще умопомрачительно. А вообще, это исторический факт. Я приехала ради Добрыни. 2 days later. Идет 2-й день прибытия в Аргентину. Мы наконец-то начали распаковывать чемоданы. Я так старалась. Их запаковывала целую неделю. Боялась, что меня не пропустят. А дети только на 2-й день распаковывают чемоданы. В тот момент, когда так много всего, что просто не хочется открывать, чтобы с этим сталкиваться, хочется, чтобы оно само все разложилось, но надо еще снять контент, поэтому надо было выделить на это отдельное время. Сегодня у нас распаковочка того, чего нам привезли, и мы поговорим о том, что нас раздражает, скажем так, в Аргентине, о минусах Аргентины, и почему нам привезли то, что привезли сюда, почему мы не можем купить это здесь, и покажем, чего нам не хватает в Аргентине. А мои вещи влезли только в таком виде, потому что чемоданы заняли покупки Никиты. Мне пришлось, я ехала и летела на уральских авиалиниях, а там 50-40/20. Вот отсосала этим вакуумным пакетом, и убить можно. Это все твои вещи? Это На месяц? Вещи на месяц. Вот так вот, друзья, жить в Аргентине. На самом деле мы с очень многими здесь пообщались, и все так делают, когда к ним прилетают друзья, родственники. Они нагружают их 2-3 чемоданами своих вещей, потому что, ладно, что здесь, в принципе, там качество многих вещей не очень. Так еще сейчас это все в 3 раза бывает дороже. Ну, а мамины вещи, к сожалению, влезли только в ручную кладь. С чего начать? Принимайте витамин С, чтобы не было морщин на лице. Витамин Ю, чтобы не было морщин на... Самое главное, витамины, питание спортивное, так как Йова, чуваки,
Вы на канале Никита Покрышкина. Я-то бодибилдинга. Да, это одно из самых важных, что нам пришло и что мы заказывали. И то, что здесь, в общем-то, многое не купишь, что-то тяжело купить, а что-то очень дорого. Это витамины, спортивное питание. Со спортивным питанием здесь, в общем-то, не все так плохо, только то, что с последними поправками, опять же, в законе Милея и с теми проблемами, которые возникли в экономике, цены очень сильно возросли. И на спортпит тоже. И теперь, если раньше спортпит стоил дешевле, чем в России, то теперь дороже. Некоторые позиции в 2-3 раза дороже, чем у нас. Витаминами все гораздо тяжелее, потому что многих витаминов просто здесь нет на рынке. Некоторые аналоги более-менее неплохие стоят в 10-20 раз дороже. Поэтому мы и начнем, в общем, распаковку с витаминов. В общем-то, все витамины, которые мы заказали, в нескольких упаковках практически на год хватит. Некоторых на 1,5 года. Неизвестно, когда к нам еще приедут какие родственники, поэтому мы сразу заказали наперед. Да, Добрыня? Но если вы хотели к нам в гости попасть, то приезжайте, мы вас будем ждать вот с такими же чемоданами. А свои вещи вы повезете, как мама в ручной клади. Так, магний. Мы заказали магний. Это фирма Live2Go, в общем-то, неплохая. Магний цитрат. Магний – это минерал, который сегодня у людей в дефиците у всех. Он очень сильно расходуется на стрессе, при повышенных умственных нагрузках, физических нагрузках, при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта. Магний, как правило, в дефиците у большинства населения. Продукты, которые содержат магний, люди, как правило, едят в очень малом количестве. Это овощи, различные семена, орехи. Поэтому магний – это тот самый минерал, та добавка, которую в целом можно пить практически на постоянной основе. Дальше у нас омега-3, тоже годовой запас. Омега-3 важна для всех. В прошлых роликах я об этом неоднократно упоминал. Есть отличный ролик на канале «Утро кето бодибилдера», можете найти, посмотреть. Там я рассказываю о тех витаминах, которые мы принимаем, почему они важны. Также говорю про омегу-3, повторяться не будем. Витамин С. Вот эта вот фирма, кстати, на себе проверенная, очень хорошая. Русская фирма, которая довольно дешевая, но у них очень хорошие БАДы. Самое главное, что это необычная аскорбиновая кислота, потому что многие задают себе вопрос, какого черта мы ведем с России витамин С, как бы здесь его тоже можно купить. Здесь продается обычная аскорбиновая кислота, это не активная форма, она не хорошо усваивается, вызывает у многих неприятные ощущения при употреблении. Классная форма это аскорбат натрия, например, или эстер С, или липосомальная форма. Дальше. Вот, это моя самая главная боль, то, что я заказал одним из первых. Это глюкозамин с хондроитином. Здесь где-то еще есть примерно 2 такие же упаковки. Глюкозамин с хондроитином помогает вашим суставам, связкам, в принципе, восстанавливает и мышцы. Если вы тяжело тренируетесь, поднимаете большие веса, то для вас периодически просто необходимо принимать вот эти витамины, чтобы заживлять свои суставы и связки. Я периодически испытываю боли суставные после приема глюкозамина с хондроитином. Курса месяц-два, плюс мази, естественно, плюс снижая нагрузку. У меня эти боли проходят, неоднократно это замечено мной. Но дозировка должна быть, чтобы помогло не менее 2000 миллиграммов в один день. И прием до 2 месяцев. Потом делайте перерыв. С этим вообще очень большая здесь проблема. Я нашел одну фирму более-менее неплохую. Знаете, сколько она стоит, чтобы купить вот одну такую баночку на месяц? 20 000 рублей. Ну нахер. 200 000 песо на Меркадо Либре стоит вот одна такая баночка. Знаете, за сколько купил вот эту баночку? 1500 рублей. Вот, собственно, поэтому вообще стоит все это сюда привозить, потому что разница даже как бы не в 2 раза, а в десятки раз. Витамин D3. Годовой запас. Орзекс. Турецкая фирма хорошая. 5000 международных единиц в одной. 360 капсул в одной, во второй, на двоих, на год. Многие, опять же, боятся пить 5000, но это нормальная, на самом деле, дозировка. Бояться не нужно. В идеале сдавать анализы, но, как показывает практика, витамин D в дефиците у всех. N-ацетилцистеин. Мы про него уже с тобой говорили в каком-то ролике. Во всех роликах практически мы про него говорим. Да. Флуимацил в аптеке Или можно АЦЦ. купить, или АЦЦ. Многие его знают как препарат, который выводит мокроту, но на самом деле главное его свойство — это очень сильно антиоксидант организма. Продолжаю делиться с вами полезными лайфхаками. По утрам мы пьем флуимацил. Это главный предшественник глутатиона, главного антиоксиданта организма. Ацетилтестеин, кстати. Именно из ацетилцистеина строится тот самый глутатион, он тоже всем очень нужен. Зачем нам выводить токсины? Потому что сегодня В чем он токсины помогает? повсюду, токсины в пластике, в игрушках детских, в посуде, в косметике, в воздухе, в воде, в еде, везде-везде. И если еще в жизни присутствует 2 hours later. он помогает выводить токсины из организма, которые везде сегодня. Здорово. Перуанская мака. Поднимаем тестостерон, на этом все. Железо. Это мне на ГВ. На грудное вскармливание очень важно железо, потому что железо уходит в большом количестве с грудным вскармливанием. Кстати, на подготовке к беременности, во время беременности это очень важно. Естественно, слеживать по анализам, но железо, в принципе, пропивается практически постоянно. Ацетил-L-карнитин для энергии, для тренировок, ну и вообще это одна из самых главных витаминных добавок. Если вы на кето-диете, помогает расщеплять жиры, Не помогает. но не худеть.
Не помогает наращивать жиры. Фу, доставляет в клетку. Да. Дает энергию и помогает доставлять жиры в клетку. То есть очень важный витамин на кето-диете. Вот. Витамин. На. L-карнитин – это аминокислота, которая помогает доставлять жиры в клетку. Он при физических нагрузках для энергии, для работы мозга очень классная штука. Йод. Так говорят. Грудное вскармливание. Почему здесь нет йода, что ли? Я, если честно, не смотрела. Поэтому Самые спасибо. основные факторы, почему мы тащимся с России, мама тащится. Потому что даже то, что здесь есть, это неправильные формы, и многие люди в этом не разбираются. Они не активны, то есть вы спускаете деньги в унитаз. И второе, это то, что нереальная цена. Еще здесь бывают проблемы с доставкой, с Mercado Libre, с заказом. Ходить, носить кэш куда-то в отдельное отделение. Это все тебе идет несколько дней, недель. Бывает, что платная доставка. У нас есть Озон. Заказал, тебе привезли на дом. Удобно, быстро, не понравилось, ждал. Поэтому... Заказал, и мама привезла. Мама привезла. Масло семян черного тмина. А просто иногда нет, выпиваю. Балуюсь. Нехай будет. Закидываю за воротник. Кроме шуток, это очень классная штука. Почитайте в интернете, обо всем подробно рассказывать не будем. Предтренировочные комплексы мне для тренировок. Папай, берите на заметку, стоит примерно 1500 рублей. Очень крутой состав. В отличие от других тренировочных комплексов, это единственный, который мне действительно вставляет. Здесь я тоже, в общем-то, нашел неплохой, но здесь постоянно растут цены. Пока я его пью, но я так думаю, что скоро он будет стоить космических денег, поэтому я взял мой любимый. Так, коллаген нужен Кристине. Полисор. Сорбент, выводить токсины. Мы боремся с токсинами постоянно. Видимо, это наша главная проблема в семье. Кто-то у нас в семье токсичный человек, наверное, кто-то борется с ним с помощью Я таких просто пересидела в токсичных чатиках. Уже класс. В токсичных чатиках Аргентины, кто не понял, есть такие чатики беременных, которые жалуются на свою жизнь сложную. Глютамин – важная аминокислота для построения, восстановления мышц. Вообще много для чего, почитайте опять же в интернете. Тут, собственно, наверное, 1,5-годовой даже запас, если не 2-годовой. Мама на базу. Но вот это вот я все предлагаю просто пройти мимо, это какая-то дичь. Это не дичь, это супер детокс, опять-таки, хорошо? Выводим токсины. Скоро меня выведут из этой квартиры, по-моему. Кстати, вот это интересно, про это многие не знают. Это классный натуральный продукт, это сок пихты сибирской. Там содержится огромное количество важных веществ, минералов. То есть можно, короче, не пить витамины, всякие комплексы, а вот как бы его один пропивать. Это также богатый источник железа. Зачем мы тогда купили витаминов, если можно было одну такую привезти? Потому что я люблю витамины. Пусть будет понятно. Пахнет-то как будто Новый год, елка. О, Сами нельзя, куда лезешь? Это что такое? ты видел? Он ручкой прям ее по мордочке погладил. О, Урсасан. Сказать от чего? Чего? Боремся с токсинами. Нет, это для желчи оттока. О, Метил Баланс. Это очень крутой витаминный комплекс группы В, метильная форма. Одни из лучших бэшек, которые сейчас есть на рынке в России. Вот я не знала, что тут столько полезного. Я бы все дома оставила и пила бы Не потихоньку. сказали, что мы заказали. Витамины для ребенка. Да, его мы тоже травим витаминами. Витамин D3. Омега, витамин С. И это детский гель для десен, очень трезвые зубки. Без лидокаина, без всяких парацетамолов. А что, парацетамол нельзя детям? Парацетамол нельзя, да, они уже давно исключены в Америке. А здесь все пьют парацетамол. В токсичных чатиках Аргентине мы видим, как обсуждают, что Даже дают в парацетамол России, знаешь, детям. что И нельзя это, если давать честно, парацетамол. дичь. Кстати, мама у нас работник детского сада с опытом более 25 лет, как работник. Заведующая, 27 лет. Надо об этом сообщать. В общем, она постоянно в сфере образования знает, как никто, о нормах для детей. Может подтвердить, что парацетамол нельзя детям. Октофлор зачем? Это метабиотики для микробиоты кишечника. Очень важно во время беременности и на грудном вскармливании. О, это мое любимое. Во-первых, БЦА, спортфит, аминокислоты, незаменимые, лецин, изолецин, валин для тренировок. И то, что я ждал после глюкозамина с хондроитином больше всего, наверное, креатин. У меня здесь просто 4 килограмма креатина в порошке чистого моногидрата. Я просто его очень сильно ждал, потому что очень сильно помогает при силовых тренировках, для восстановления, для набора мышечной массы, для силы, для всего. Это, конечно, не стероид, не стоит от него ждать каких-то удивительных результатов, что увеличит сильно ваши силовые или вы раздуетесь, но он очень круто помогает. На самом деле важен всем, рекомендую.
Я захвачу Олимп. Кстати, я сейчас начал новую программу для набора силы и уже добавил плюс 100 килограммов к силовым показателям в основных 3 упражнениях: жим, присед и становая тяга. 2 месяца назад я едва делал 400, и сейчас уже делаю почти что 500 килограммов в 3 упражнениях. И вот мне очень сильно не хватало креатина. Да, я это чувствую. Это можно почувствовать. Шутка, нельзя. И скоро эти видео, возможно, выйдут на канале, где я расскажу о своем пути к 600 килограммах в 3 упражнениях. Возможно, даже мы подготовимся на соревнования по пауэрлифтингу здесь в Аргентине. Поэтому не забывайте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий под видео, какая из тем в Аргентине вам наиболее интересна, чтобы мы рассказали. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. Мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите еще программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. А если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем договориться о тренировках в Палермо. Даже здесь, в этом зале. Одно из самых, что, наверное, больше всего ждала Кристина, это протеиновые шоколадки. У нас тут тоже, наверное, не годовой запас. Для обычного человека полугодовой. А для нас, я не знаю. Одна в день в любом случае. Это довольно калорийно. Хоть они и без сахара. Не жестите. Одна в день. Одна в день не страшно. И самое важное, что, наверное, ждала Кристина, это кофе. Кофе Якобс. Сейчас многие, наверное, такие подумают, что кофе Якобс надо пить зерновой. Здесь вообще очень большая проблема с кофе, как в США, когда мы жили, то же самое. У них у всех кофемашины, они пьют капсульный кофе, либо какой-нибудь зерновой. Приезжим сложно, естественно, купить себе сразу, поставить дорогую кофемашину. Поэтому мы, в общем-то, любим с Кристиной растворимый кофе. Это удобно, это быстро. Но здесь продается только Нескафе, и он стоит просто космических денег. Сейчас за упаковку 100 грамм примерно 500 рублей на наши деньги требуют. Здесь упаковка из 500 граммов стоит 500 рублей, и это Якобс, не Нескафе, который просто отвратительный. Сахарозаменитель. Вот такой вот берите на вооружение Пребиосвит на Озоне. Он полезный, состоит из разных сахарозаменителей, поэтому он довольно вкусный, у него нет никакого привкуса неприятного, как, например, просто у стевии. Здесь с сахарозаменителями большая проблема. Это будет очень полезно всем, особенно тем, кто живет здесь. Читайте составы сахарозаменителей. Здесь сахарозаменители, которые стоят на полках, да и в России такие очень многие сахарозаменители. Написано без сахара, там, например, да, сахарозаменитель. Написано стевия большими буквами. Ты читаешь состав, и на первом месте идет Сахар здесь. Здесь просто сахар. Иногда это бывает фруктоза, глюкоза может быть, да, поэтому читайте составы. Даже, кстати, сахарозаменитель, который в Старбаксе вы все пьете, и во многих кофейнях здесь весь содержит сахар. Эрмиталь помогает при переедании, что не очень хорошо, но все мы люди, и все мы не безгрешны, мы иногда бывает И тоже. ферменты не вызывают привыкания. Это все миф. Миф. Лучше выпить ферменты, чем обожраться и мучиться. Лучше вообще не есть. А лучше не обжираться. Но если уж случилось, то... Пусть стоит, лишним не будет. А еще мы подготовились к пасту. Будем печь куличи и красить. И яички. Русская Пасха на канале. Кристина умеет делать очень крутые куличи без сахара, без муки. Кето-куличи, даже продавала их одно время. Витамин Е. Это для женской красоты и здоровья. То есть для меня. Вот сейчас. То есть плацебо. Ага, дальше. Что? Йодомарин для Кристины, а тот йод для Добрыни. Разные формы йода. Одинаковые, но йодомарин как бы похуже, там есть еще добавки. На себе я, как себя не жалею, Добрыни я получше. Йод заказала себе такой попроще. Вот так что мы экономим на себе, кстати. Как бы вы могли увидеть, подумать, что нет, но мы на себе экономим. Я реально прихерел. Айфоны. Так оно очень-очень affordable. Здесь айфоны стоят очень дорого, и в принципе получится, что мы бесплатно обновимся на новые, потому что продадим здесь наши подержанные старые, и на эти деньги мы купили новый 15 у нас в России. Вот такой вот выгодный обмен. Пользуйтесь. Вообще, в принципе, невыгодно сюда ехать впустую. Если вы едете сюда путешествовать и ничего с собой не везете, то здесь даже есть специальные чаты аргентинские, где люди просят за деньги привезти какую-нибудь продукцию. Кстати, вот Apple часто закупают еще что-то. То есть, если у вас есть свободное место в багаже, то вы можете даже заработать, просто перевезя сюда или отсюда назад на родину какие-то вещи, документы и так далее. Погружной блендер для готовки, опять же, гораздо дешевле, чем здесь. И опять же, хорошие проверенные фирмы. И у нас здесь еще есть миксер. 700 рублей, здесь в 3 раза дороже. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Еще у нас
очень много зубных паст и зубных щеток. Здесь где-то еще валяется примерно такое же количество. Зачем? Во-первых, пасты здесь в основном фирмы Colgate с Тором. Сплат зубные пасты очень классные и еще и стоят дешево. Зубные щетки, вот эти сплатовские хард, если вы начнете ими пользоваться, ваша жизнь в плане зубных щеток изменится на до, на после. С новыми ценами просто обычный Colgate может стоить там от 500 до 900 рублей за один тюбик. У нас супер крутой сплат, годовой запас по 160 рублей. Все, победа, ура! Косметика Кристина. Кристина, зачем ты заказала столько косметики? Неужели здесь нет косметики? Известные бренды очень дорогие, каких-то брендов нет. Маленький выбор. Например, мои любимые пальчики, которые я люблю утром перед работой накладывать, здесь стоят нереальных денег, тоже небольшие. Очень класс, России. Это не то, о чем мы подумали. Это тушь. Это прокладки для кормления в лифчик. Почему ты заказала, а не здесь купила? Как всегда, здесь дорого. Они стрёмного качества, не клеятся, вываливаются из лифчика. Это основная причина, потому что они намного дороже, но здесь действительно мы не нашли хорошего качества и клеющиеся. Вот в одежде мужской считается классика. Вот у вас нет голубого, потому что вы из пролетариев, вы же коммунист. Мам, ты как ты все это упаковала? 2 раза перекладывала, понимала, что не входит. Поэтому придумала, берешь вакуумные пакеты, продается в фикс-прайсе. 200 рублей, отсасываешь воздух. Тогда все входит в чемодан намного больше. У нас здесь вещи для Добрыни. Что мы скажем про вещи для детей в Аргентине? Многие Вообще знают, прикольно. что они здесь не очень качественные. После первой стирки сразу все там садится или карточками идет. Но опять же дорого. Здесь мы на Озоне заказали очень крутые вещи, модные, классные, хорошего качества. Ой, как много вещей классных. Еще детские вещи. Мои любимые носочки Adidas. Да, я ношу только Adidas. И, кстати, кто мог заметить, я ношу нижнее белье от Криштиану Роналду в Аргентине. Привет Месси и всем его фанатам. Это очень хороший футболист, но я отношусь больше к армии фанатов Криштиану Роналду. И мне просто нравится его продукция. И я таким образом его поддерживаю. KR7 Forever. Это классная штука, я никогда про них не расскажу в заводе, поэтому хочу рассказать здесь. Это очень крутые лифы для кормления. Когда я только забеременела, я искала красивую одежду для беременных. Но многие девушки знают, что это просто какая-то обычно убогая одежда, какие-то бабушкинские халаты. А это очень классный бренд, очень красивое нижнее белье, очень удобно кормить, очень классно поддерживает грудь. Короче, секси. Переноска для ребенка. Очень крутая фирма Baby Rocks. Из того, что сейчас есть на рынке в России, есть 3 крутые фирмы. Как они называются, я не помню. Они будут здесь, здесь и здесь. Все остальные идут с Китая, либо у нас, которые есть в наличии, они оверпрайс, очень дорого стоят. И вот эта Baby Rocks удобная, из дышащего материала, такая вот легенькая. Ребенка можно носить в 4 разных положениях, вообще как вам угодно. И до 3 лет, по-моему, до 20 килограммов. Еще одни отсасанные вещи. Это зимние вещи. Мы переезжали, оставили все свои теплые вещи в России, просто потому что нереально было все увезти. Поэтому мы заказали на Озоне просто самые дешевые пуховики. Вдруг будет холодно, нехай будут такие вот длинные, большие. Твое Forever, да, самый дешевый прайс, нормальное качество, носить можно. Может, мы поедем куда-нибудь в холодные регионы, Ушуай или Эль-Калафат. Кстати, ждите этих выпусков, а на канале они обязательно будут. Спасибо, мамочка, что привезла. Не замерзнем, не помрем. Вы сказали флюги Гехаймен? Да, ради бога, флюги Гехаймен. Естественно, мы не забудем про нашу любимую Сельму, где она? Для нее есть 2 игрушки. Вообще мы любим пулеры, большие такие, самые крепкие игрушки. Все остальные у нас просто разваливаются очень быстро. Но сейчас в России пулеры тоже стоят очень дорого, плюс довольно много весят, поэтому мы пока заказали просто вот такие вот игрушки из прочной резины. Проверим. Но они очень крепкие, да. Там люди писали, что Прикольно. с мастифами, Надо видеть черепа. да, с бультерьерами у людей они очень долго держатся. Вперед. Вперед. Давай. Без зубов останется. Пойдем на бицепс. Оп. 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 Ну и у нас здесь все, в принципе, остается только для малыша. Вы все, наверное, ждете, что это такое лежит. Велма большой, занимает так много места. Это детский матрасик на пол, по которому они могут лазать, играться, что угодно делать. Он моющийся, очень удобный коврик. Здесь он тоже продается, но в 2 раза дороже. Он еще и двухсторонний.
Берите на заметку, все, у кого есть дети или у кого будут дети, вот такой вот краб, который бегает очень быстро по квартире, издает звуки, обходит препятствия, только пыль не сосет, жалко с пола, как бы еще бы пылесосил, было бы отлично. Детям нравится, они за ним бегают. Что касается игрушек в Аргентине, почему мы заказали игрушки? Как и все здесь, очень дорого теперь. Ну, типа нет, вот такие обычные какие-нибудь самые беспонтовые погремушки, просто без механики, безо всего. Ну, на наши деньги 1200. А здесь мы вот такого механического крутого краба заказали за 800 рублей. Да ладно! Вот такая вот игрушка музыкальная здесь будет стоить 1003, и она будет, ну там, 2 какие-нибудь функции. У нас супер крутой слоник, у которого много-много функций, 300 рублей. И еще заказали мобиль, который собирается. Тоже мобиль здесь самый простой, будет стоить больших денег. У нас есть адекватную цену, которые с проекцией на стену, звуковые, крутятся, вертятся. Вместо папиной ноги. До сих пор играл с моей ногой, кстати, ему очень нравилось. Игрушечки в ванную. В ванну важно покупать игрушки без дырки, иначе там копится плесень. Токсичная. И посуда для прикорма. Тоже очень крутой набор, стоит 1500 рублей. Из безопасных, нетоксичных материалов. Но токсины мы все равно выводим, поэтому было бы не страшно. Здесь может стоить одна такая только тарелочка 1003 рублей. И самое важное для ребенка здесь, наверное, это книжки, потому что русских книжек здесь нету. Да, естественно, мы тоже сразу хотим обучать и английскому, и испанскому языку малыша, и сейчас уже начинаем это делать, общаться с ним, включать Музыку, включать няню в его жизнь перуанскую. У тебя Ой, no, por Dios. Qué hermoso que sos. Qué lindo que sos. Ay, mi argentinito. Es un argentinito él, sí. Ay, qué rico. В чатах тоже можно встретить, ну как бы классно, когда они новенькие. новенький привезти самому, выбрать, и опять же немало весит, почему бы нет. У нас есть тут сказки Чуковского, русские сказки, есть разные там интерактивные сказки, игровые развивающие карточки. Здесь еще книжечка такая интерактивная, которую можно щупать, она разные звуки издает. Все, мы распаковали. По итогу, что же мы привезли из основного? Это, естественно, что занимает большую часть нашей жизни. Я спортивный тренер, Кристина нутрициолог, и мы следим за питанием, здоровым образом жизни. Мы душнилы. Да. Вторая позиция – это вещи. Нашему малышу вещи, Добрыне. Третья позиция – это игрушки, книжки, то есть все для малыша. Ну и также мы заказали Технику. Сейчас спрашиваю, что вести технику. Я очень жалею, что мы не взяли наш пылесос, и мама не знает, она сейчас будет в шоке. Мы хотели заказать пылесос, чтобы она тоже привезла, но просто он не влез. Поэтому, да, технику сюда выгодно вести, любую технику, которая влезет в ваши чемоданы. Любая техника здесь стоит дороже, и она еще будет не настолько качественная, как у нас. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Оставляйте в комментариях, что бы вы привезли в Аргентину и почему. Ну, либо чего вам не хватает больше всего в той стране, где вы живете, даже в России. Напишите, чего вам не хватает. И как всегда... Йо, чуваки. И до скорого!